Здравствуйте, меня зовут Сахар, сразу к делу. В прошлом видео мы с вами узнали, что Уолли единственный, кто может общаться с нами через сайт. Сообщения для других персонажей он может только передать, если он, конечно, это делает. В самом первом видосе мы с вами отыскали буквы, которые немножко съехали или отличаются от остальных. Это код или пароль, который можно использовать в разных комбинациях, чтобы открыть секретные вкладки. Очень советую вам зайти в Tumblr к клоуну, создателю всего этого. Там вы найдете больше информации и сможете дальше следить за этим. Я рада, что показала вам это. Например, смотрите, это Уолли, и он держит домик. Разве это не очаровательно? Может быть, клоун потом будет делать мини-выпуски с ними? Как я этого жду. Но не буду загадывать наперед. Начнем с простого. Если ввести неправильный пароль, то нам высветится вот такая прекрасненькая вкладочка желтого цвета, которая гласит: выглядит так, как будто бы ты забрел слишком далеко от дома. Тебе стоит вернуться. Возвращайся домой и попробуй еще раз. Вот у нас крутится-вертится домик, который, кстати, сделал клоун, если вы уже колупались тут в Твиттере. А теперь мы перейдем к верным комбинациям. YXWVOE с телефончиком, которая гласит: выглядит так, как будто бы ты заблуждал слишком далеко от дома. Разворачивайся назад, вернись домой и останься. Что произойдет, если нажать на телефончик? Нас переведет на вкладку, где Уолли будет петь. Я перевела его песню. Sounds of the wind heard in the day, warmed by the moonlight ever passed away. Beautiful dreamer, playing of my song, at least while I really was so melody. Gone are the cares of life's busy throng. Beautiful dreamer, awake unto me. Beautiful dreamer, awake unto me. Ha. I don't know the other words. That's all Barnaby taught me. Do you like it? That's good, I think. Если вам интересно, то я нашла оригинал. У меня в телеграм-канале уже было куча всяких теорий. Может быть, это важно, а может быть и нет. Знаете, что все-таки есть такая инфа. Если ввести VOYWEX, то мы увидим текст, который постепенно нам напишет: «Привет, ты здесь, я не могу тебя видеть. Ты можешь меня видеть? Тогда оставайся тихим». И мы видим глаза Уолли, который бегает туда-сюда, разглядывая нас, словно в панике, думала я. Но в итоге все оказалось по-другому. Он тот еще шалун. Обычно люди колупаются в коде, но есть способ гораздо проще. Просто перетяните эти его глазки в отдельную вкладку, и вы увидите всю его мордашку. Он улыбается нам с устрашающим, сумасшедшим взглядом и не моргает. То же самое мы можем сделать и с самим текстом, но он нам, в принципе, ничего не даст. Вы мне в комментариях написали, что Уолли ест глазами буквально. Если я нашла этому доказательства, то вот они. Типа каждый раз, когда он моргает, он откусывает кусочек, поэтому он так любит следить. Ну или он просто сталкер, извращенец или псих. Я все равно не перестану его любить. Если ввести вот это, то нам появится вот такое видео. Я не могу расслышать, что там происходит. Некоторые видят здесь глаза, но я, видимо, слепая.
Если же мы запишем вот такую комбинацию, то нам откроется сайт полный всего. Самое мерзопакостное — это гифка, которая лично меня очень сильно пугает. Нам быстренько показывают всех персонажей. Естественно, они смотрят каждый в свою сторону, кроме Уолли. И с каждым разом он смотрит на нас все дольше, а зрачки его становятся все больше. Но интереснее больше всего другое. Тут есть очень-очень много всяких отрывочков, которые можно перетащить. Сейчас мы ее быстренько переведем. Playfellow Workshop. Цена «Добро пожаловать домой». Тема «Помощь» или субъект «Помогите». Тут уже я не знаю, как переводить, английский как бы не мой первый язык, а вы смеетесь над бедной старухой. Я по приколу в прошлом видосе, да, я буду вас отчитывать за это, написала «Sugar» через CH, как специально, ладно. И вы меня захихикали. Хотя некоторые комментарии были правда забавные. Например, мой уровень английский «Sugar». Блин, вот этого я добивалась. Я знаю, это как шуга и р. Ага. Понимаете, есть вещи, которые ты одновременно обожаешь и ненавидишь. Это как называть наволочку наподушником. На одной чаше весов. Ха-ха, наподушник. А с другой стороны, блин, твою мать, это наволочка, тупая ты звезда. На чем мы остановились там? Ага, бабочка появляется с правой стороны кадра и перемещается по экрану. Камера следует за бабочкой. На следующем кадре мы видим Уолли, сидящим на своем любимом месте для рисования под деревом с мольбертом перед собой. На нем ничего нет. Ну, в смысле, не на Уолли, на мольберте, типа ничего не нарисовано. Уолли в одежде. Мерзкие-то извращенцы. Ух. Я вас знаю. Ну да ладно, я бы тоже так представила. Уолли поворачивает его голову и смотрит на камеру. Уолли: «Привет, сосед, как ты сегодня?» Уолли смеется и полностью поворачивается. «Я надеюсь, ты счастлив. Я себя тоже чувствую счастливым. А когда я счастлив, я люблю рисовать. А также я люблю рисовать, чтобы чувствовать себя счастливым. А что ты делаешь, чтобы чувствовать себя счастливым?» Уолли делает паузу для зрителя. Уолли смеется. Я думаю, что это тоже сделало бы меня счастливым. Несмотря на то, что я уже счастлив, сосед, у меня есть проблема. Я не знаю, что рисовать. Камера фокусируется на пустом мольберте, чтобы подчеркнуть это. Я мог бы нарисовать бабочку или камень или дерево. Так много вещей, чтобы нарисовать. Я не могу выбрать, что бы я хотел. Я не знаю, как решить эту проблему. Сосед, когда у тебя есть проблема, что ты делаешь? И там внизу что-то обрывочно, но я бы сказала. Камера разворачивается, чтобы показать Барнаби, входящего с правой стороны. Барнаби держит в зубах хот-дог. Поняли каламбур. Ну, Барнаби собака, и хот-дог горячая собака, и он весь тоже горячий, наверняка. Чего? В общем, в принципе, тут ничего такого. Я не теоретик. Я просто хочу вместе с вами очень подробно посмотреть то, что мне нравится. Конечно, есть еще много всего. Например, это похоже на тайную вечерю. А еще, если поковырять картиночки, то появится еще больше всяких теорий. Например, когда я начала разглядывать подробнее вот эти картиночки, то поняла, что тут много всего напихано. Например, тут есть яблочко с Хауди, потому что Хауди — это гусеница. Есть цветы, которые Уолли очень часто рисует. Вот это явно отсылка на Эдди, почтовый ящик, если вы не поняли. Также на гифке с Фрэнком во вкладке «О нас» есть скрытое послание на книгах. Там написано: «Здравствуй, это ты знаешь кто? Твой сосед. Ты думаешь обо мне? Ты думаешь? Я видел тебя». И так далее. Иначе это все превратится в фанатский бред. Например, смотрите, домик съехал, и это выглядит так, словно это голова чья-то. Может быть, это новый персонаж. А вот это его левая ручка, а вот это его правая ручка. Там еще снизу тело наверняка есть. И он такую джигу-дрыгу танцует, он индус наверняка. А еще, если соединить все дома, то они сделают нам пентаграмму. Офигеть, как я до этого не додумался. Нет, я таким заниматься не буду.
Лично мое впечатление о сюжете. Я считаю, что Уолли не антагонист. Тут вообще как будто бы нет какого-то плохого человека или плохого существа, из-за которого все это происходит. В самом начале я зачитывала вам, как описывает клоун свое произведение у себя на сайте. «Добро пожаловать домой» — это история о марионетках, чье шоу уже давно закончилось. Их жизнь превращается в нечто необъяснимое. Их район начинает искажаться. Он превращается в ужасные воспоминания, которые они едва могут вспомнить. И наша задача — понять и разгадать загадку, отыскать то, что обитает в этом доме, и через всю эту историю нас будет сопровождать, вероятнее всего, Уолли, так как он единственный, у кого получается с нами коммуницировать. Возможно, это из-за того, что шоу пытаются возобновить или как-то отреставрировать, но за счет того, что практически нет никакой информации. Видеозаписи не осталось, и то, что им присылают, испорчено, и они пытаются либо по памяти, либо примерно повторить то, что там было нарисовано. Может быть, их вселенная за счет этого и портится, потому что точной копии просто не получается. В любом случае, я уверена, в будущем сайт будет развиваться. Клоун наберет свою аудиторию, соберет деньги, которые он собирает, и мы вместе с вами узнаем полную историю. Я остаюсь фанаткой Welcome Home, и мне также нравятся всякие штуки с такой атмосферой. Наверняка в будущем я обозрю что-нибудь подобное. Обозрю, да, давайте прикопайтесь ко мне еще и за это. Я была рада показать вам этот сайт и подробненько, как могла, рассказать о нем. Спасибо, что были со мной. Вот.